Всем привет! Это Лисья Нора, и сегодня мы в Погостье. Станция Погостье ведет свою историю с 1916 года, когда здесь, на железнодорожной линии Мга-Кириши, был построен небольшой разъезд, бетонный вокзал и небольшой пристанционный поселок. Перед войной в Погосте насчитывалось 20 жителей. Война пришла сюда в сентябре 1941 года. Немцы практически без боев захватили и деревню, и станцию. В конце декабря 1941 года, после контрнаступления под Тихвином, части 54-й армии подошли к Погостью и завязали упорные бои за деревню и станцию. В январе 1942 года от Погостья стартовала северная часть Любанской операции. Целью операции был прорыв немецкой обороны силами 2-й ударной, 52-й и 59-й армии Волховского фронта с рубежа реки Волхов и 54-й армии Ленинградского фронта от станции Погостье в общем направлении на Любань, где армии должны были соединиться, окружив тем самым группировку вермахта и подготовив прорыв блокады Ленинграда. Операция оказалась неудачной. Войска 54-й армии завязли в ожесточенных боях у станции Погостье, деревень Шала и Виняглово на 3 месяца. В конце марта оборона противника была наконец прорвана, но сил на развитие успеха уже не было. В середине мая 1942 года атаки были прекращены. После войны и станция, и деревня были восстановлены, но сплошное разминирование местности не производилось, захоронение убитых солдат не осуществлялось, грунтовые дороги заросли, и подъезд к станции Погостье стал возможен только по железной дороге. В настоящее время на станции Погостье живет всего 1 человек. «23 февраля 2020 год. Вот такая у нас зима. Леса здесь болотистые, очень такие чащобные, звериные леса. Я неспроста с лужбайкой. Тут медведи, и лоси, и волки, и лисы. Ну, к лисам я особо неравнодушен. Вот буквально за 5 минут до того, как поставить здесь камеру, я как раз лося спугнул. Ну, такого довольно большого. Весна в лесу. Красота. Птицы поют. Синицы заливаются, рябчики летают, какие-то маленькие зверьки бегают. Вот прямо около станции ласку видел, точнее пару ласок даже, у них тоже весна. Вот лось опять же этот, наверное, тоже готовится. Вот, хорошо здесь. Хоть леса и дремучие, хоть здесь и людей лежит много, но я люблю эти места. Какое-то место силы, что ли? Не знаю. Нравится мне здесь. Почему Погостье? И что это вообще такое? Погостье — это маленькая станция. Маленькая станция между Мгой и Киришами. Железная дорога, однопутная, маленькая, идущая среди лесов и болот, но стратегически довольно важная. Она как бы пересекает нынешнюю Ленинградскую область так вот пополам. Что интересно, железку эту строили пленные австрийцы, захваченные еще в Первую мировую войну, во время Брусиловского прорыва. И их бросили вот сюда, сказали: давайте вот стройте, нам железная дорога здесь нужна, вот стройте ее. Ну, они ее и построили. Построили довольно хорошо, поскольку места здесь, как я уже сказал, болотистые. Нужна была большая, высокая насыпь. Насыпь построили, рельсы положили, пленных по домам, все замечательно. Ну, а через 30 лет их, наверное, дети, а может быть и они сами, вновь посетили эти места, и далеко не с туристическими целями. Когда наши наступали от Тихвина, немецкий фронт откатывался вот как бы в эти места. И линия железной дороги, на которой стоит Погостье, оказалась своеобразной преградой на пути наступления советских войск. Насыпь немцы сильно укрепили, прямо в насыпи. Построили блиндажи, там были укрытия для противотанковых пушек, пулеметные гнезда, все что угодно. Там было все очень густо заминировано. И вот эта вот насыпь
на которой стоит станция Погостье, советские войска брали очень долго и очень кроваво. По самым скромным оценкам, вот в этих лесах вокруг меня, 30 тысяч человек лежит уж точно. А леса Погостья полны разного военного хлама. Вот, например, хоба. Немецкие противотанковые мины. Давайте маркировочку посмотрим. Вот она, маркировочка. Оп, немецкие. А вот это укладка для немецких мин. Чемодан так называемый. Под 3 мины калибра 81 мм. Тут таких много. Вот они, эти чемоданы. В буквальном смысле валяются пачками. Артиллерия на болоте не очень устанавливалась. Зато минометы всегда пожалуйста. Поэтому здесь и этих чемоданов, и самих мин довольно много. А вот такие вещи в лесу лучше, конечно, не трогать. Это 2 снаряда калибра 76 мм и калибра 45 мм. В общем, не трогайте, целее будете. Количество разных военных предметов, лежащих прямо здесь, на поверхности земли, оно немножко удивляет. Вот я совсем чуть-чуть прошел. Это советский армейский котелок старого образца. Кстати, пробитый весь пулями. Осколок гранаты F1. И вот такой вот стакан от шрапнельного снаряда. Вообще я не склонен демонизировать Погостье. Да, здесь действительно были тяжелые, малоуспешные бои, которые сопровождались большим количеством жертв и не привели ни к каким глобальным результатам. Немецкую оборону прорвать здесь не удалось, ее удалось немного продавить. Снять блокаду Ленинграда не получилось. Погибло здесь очень много солдат. Но тем не менее, это был действительно бессмертный подвиг наших дедов и прадедов. И в 1941 и 1942 году вермахт был очень силен. Это действительно была лучшая армия мира. Бесполезно это отрицать. Да это, наверное, даже как-то оскорбительно для памяти наших предков отрицать, что они сражались с лучшей на тот момент армией. Да, здесь не удалось достичь каких-то крупных результатов. Но, с другой стороны, постоянные атаки, постоянные обстрелы, они держали немцев в напряжении.
они не позволяли им высвободить силы для захвата Ленинграда. Некоторое время назад был популярный вопрос, может быть, стоило сдать Ленинград немцам, так сказать, чтобы сберечь его жителей. Ну, с точки зрения чисто военной, этот вопрос просто глупость. Сдача Ленинграда означала бы просто проигрыш войны. Абсолютно однозначно. Сил держать оборону внутри города не было. Там свирепствовал голод. Там не было достаточного количества ни боеприпасов, ни продовольствия, ни снаряжения. Да даже войск там не было столько, сколько необходимо было. Поэтому единственный вариант удержать Ленинград заключался в том, чтобы заставить немецкие армии, которые его осаждали, на время забыть о том, что город вообще можно взять, отвлечь их в других местах. На Невском пятачке, в Погостье, под Красным Бором, под Лигово, где угодно. Вот лишь бы они на Ленинград не смотрели. Поэтому погибшие здесь бойцы, они погибли, конечно же, не зря. Но, с другой стороны, да, можно было, наверное, воевать и лучше, можно было воевать более расчетливо, можно было беречь людей. Да, это все было можно. Но, к сожалению, выбирать не приходилось. Надо было воевать тем, что есть в наличии, теми командирами, которые есть в наличии. Иначе через несколько месяцев пришлось бы отбиваться от вооруженных танками карателей с милицейскими пистолетами и охотничьими ружьями в руках. Вот что я хочу сказать про Погостье. А вот что я хочу сказать про память. Наклейки можем повторить. Они не имеют никакого отношения к памяти погибших. А вот те люди, которые здесь ходят по лесам и собирают кости убитых, захоранивают их, пытаются определить имена, вот это вот настоящая дань памяти. И я глубоко признателен этим людям, ну хотя бы потому, что мой прадед, он до сих пор числится пропавшим без вести. Я глубоко уважаю моего хорошего знакомого Мишу, который, ну, сейчас уже, наверное, больше 100 солдат поднял и захоронил. Вот это то, что нужно делать. А ленточки можем повторить. Что вы хотите повторить, дебил? Вот такой у нас получился выезд в Погостье. Всем 5. Это была Лисья Нора. Оставайтесь с нами. Пишите, ставьте лайки. А я вам еще что-нибудь обязательно расскажу. Пока.